Она могла остаться просто учителем физкультуры или менеджером, но судьба приготовила ей трон королевы турецкой драмы. Эбру Шахин. Девушка с невероятной энергетикой, которая заставила миллионы людей поверить в любовь Рейян и Мирана. Но пока весь мир мечтал, чтобы эта сказка стала реальностью, за кадром Эбру переживала свою настоящую боль и сложный выбор. Почему она, создав идеальную пару на экране, в жизни выбрала совершенно другого мужчину? И почему в самый черный день для своего бывшего партнера Акына Акыназю она предпочла остаться в стороне? Это история о восхождении, отвергнутых чувствах и обретенном счастье. Стамбул, май 1994 года. Именно здесь началась история Эбру Шахин. Глядя на эту хрупкую красавицу сегодня, сложно поверить, что ее первым выбором была не сцена, а суровый мир спорта. Она профессионально занималась бегом и окончила факультет спортивных наук. Спорт закалил ее характер, научил терпеть боль и не сдаваться, когда нет сил. Но внутри нее всегда горел другой огонь. Эбру мечтала об актерстве. Путь к мечте не был усыпан розами, бесконечные кастинги, отказы и съемки в рекламе. Никто не видел в ней будущую суперзвезду. Все изменилось, когда она появилась в сериале «Невеста из Стамбула». Ее роль была небольшой, но зрители мгновенно заметили девушку с невероятными кудрями и дикой, живой энергетикой. Она отличалась от всех. Затем последовал проект «Запретный плод», где она закрепила успех. Но это была лишь разминка. Судьба уже готовила для нее билет в Мардин, где ей предстояло не просто сыграть роль, а прожить целую жизнь, полную любви и слез, которая сделает ее знаменитой на весь мир. 2019 год. Мардин. Начало съемок сериала «Ветреный». Никто не ожидал, что дуэт Эбру Шахин и Акына Акыназю произведет эффект разорвавшейся бомбы. С первых же сцен между ними возникла такая мощная химия, что зрители отказывались верить, что это просто игра. Рейтинги взлетели до небес именно благодаря тому, как эти двое смотрели друг на друга. Но за кадром разворачивалась тихая, болезненная драма. Вся съемочная площадка чувствовала напряжение, воздух между актерами буквально искрил. Казалось, искра вот-вот превратится в пожар. Эбру была свободна, но Акын был не свободен. Его дома ждала девушка Сандра, с которой он был вместе уже много лет. Акын оказался перед тяжелым выбором – поддаться нахлынувшим чувствам к партнерше или сохранить верность своему слову. Он выбрал долг. Он не переступил черту, оставив их отношения с Эбру чисто профессиональными, хоть это и давалось ему нелегко. Для Эбру это стало холодным душем. Она каждый день проживала великую любовь перед камерой, целовала с ним в кадре, но после команды «Стоп» видела спину уходящего партнера. Она поняла, ждать мужчину, который не решается выбрать тебя в реальной жизни, это путь в никуда. И именно это разочарование подтолкнуло ее открыть сердце для новой, настоящей любви. Пока миллионы фанатов молились, чтобы Эбру и Акын были вместе в реальности, сердце Эбру уже выбрало другой путь. Летом 2020 года, устав от неопределенности и слухов, она встретила человека, который перевернул ее жизнь. Это был не актер, а гигант баскетбола, звезда НБА Джеди Осман. Контраст был поразительным. Если с Акыном все было сложно, скрытно и запутанно, то с Джеди все было просто и ясно. Он не скрывал ее. Он гордился ею. Он не заставил ее ждать ни минуты. Джеди сразу окружил Эбру такой заботой и уверенностью, что тень партнера по сериалу растаяла без следа. Кульминацией их сказки стала Каппадокия. Сентябрь 2021 года. На фоне взлетающих воздушных шаров и восходящего солнца Джеди встал на одно колено. Это была сцена, достойная лучшего фильма о любви, только на этот раз все было по-настоящему. Эбру, сияющая от счастья, сказала заветное «да». В тот день кольцо на ее пальце поставило жирную точку в мечтах фанатов о паре Реймир. Эбру показала всем, она не будет вечно играть роль страдающей влюбленной, она заслуживает быть счастливой здесь и сейчас. А Акын остался в прошлом,
наблюдая за ее счастьем со стороны. Пока Эбру наслаждалась статусом любимой жены и строила новую жизнь на 2 континента, судьба нанесла Акыну Акыназю жестокий удар. Ирония жизни оказалась беспощадной. Тот самый безопасный выбор, который он когда-то сделал, рассыпался в прах. Отношения с Сандрой, ради которых он держал дистанцию с Эбру, закончились расставанием. Акын остался один. Но худшее было впереди. Июль 2024 года окрасился в черный цвет. Умерла мама Акына, Азлем Акыназю, его главный друг и опора. Это была трагедия, которая сломала бы любого. На похоронах актер выглядел тенью самого себя. Потерянный, в слезах, он держался за гроб, словно за последнюю нить, связывающую его с миром. Поддержать его пришли многие звезды – Ханде Эрчел, Бигги Анал, коллеги по цеху. Но все камеры и глаза присутствующих искали в толпе только одну женщину. Все ждали Эбру Шахин. Фанаты верили, что в такой страшный момент старые обиды забываются. Но Эбру не пришла. Ее отсутствие стало громом среди ясного неба. Самая красивая экранная пара, пережившая вместе годы съемок, оказалась чужой друг другу. В этот день стало окончательно ясно, пропасть между ними непреодолима. Акын стоял у могилы матери в полном одиночестве, без любимой женщины, без бывшей возлюбленной, окруженной лишь пустотой. Сказка Ветреного разбилась о суровую реальность, где каждый выбрал свой путь, даже если цена этого пути – одиночество. Сегодня, глядя на их жизни, сложно поверить, что когда-то они были одним целым на экране. Эбру Шахин победила. Она не только стала суперзвездой с проектами вроде «Легенды», но и построила ту самую сказочную жизнь, о которой мечтала ее героиня Риян. Она живет между странами, сияет на красных дорожках рядом с мужем-чемпионом и выглядит абсолютно счастливой. Она доказала, чтобы быть королевой, не нужен экранный принц, нужен реальный мужчина, который будет носить тебя на руках. Акын Акыназю выбрал другой путь – путь тишины и затворничества. После ударов судьбы он редко появляется на публике, зализывая раны вдали от камер. Его выбор чести и верности в прошлом привел его к одиночеству в настоящем. История Эбру и Акына – это главный урок для всех нас. Мы плакали над их любовью в Ветреном, но жизнь расставила все по своим местам. Иногда идеальная пара существует только в сценарии. А в реальности побеждает тот, кто не боится рисковать и вовремя уходит оттуда, где его не выбирают. Сказка осталась в Мардине, а жизнь продолжилась. Порознь.